первой партии Земиш был. Ну, честно говоря, я не думал, что это ему как бы по стилю. Хотя он вернется к Земишу вот, в 21-й, 23-й партии. А потом будет, кстати, еще играть со мной в 91-м году. Там должна быть вторая партия. Да, ну давайте. Да, значит, ну, потому что это как бы здесь будет дуэль, слон Е7, ладья Е1, Б5, слон Б3, Д6. Значит, вот наша теория С3, H3. Значит, слон Б7, Д4. Ладья Е8, конь Д2. Но Карпов играл вот позицию много, на самом деле. Значит, Ну, да, ну вообще есть А4, А4, H6. То есть он играл с Хертасом. Значит, вот это, значит, ЕДЦД, значит, одна из них. Конь Б4, слон Б1, значит, БА, ладья А4, опять ладья А3. Ну, во-первых, у меня самого эта позиция встречалась часто, потому что я еще играл в 82 году с Белявским в межзональном, да. То есть эта позиция там такая одна из табий была. Вот. Ну, я всегда считал, что у Белого довольно хорошо здесь. Значит, и Белявский играл там, по-моему, G6 играл. G6 играл Белявский, там свои проблемы есть, в принципе. А здесь Карпов ушел ладья 6. Ладья 6. На самом деле, тут идея же, там где-то черные там готовятся ладью подключить там, по там, шестому ряду. Там. Ну, потому что там С5, Д5 невыгодно, поэтому они где-то готовятся Д5, конь Е4, там, чтобы ладья еще подключилась. Ну, нам где-то там будет жертва. Но я разный расклад. Белым тоже такой ход сделать же. Сейчас здесь. Да. Вот, да, и здесь вот я сделал здесь вот неожиданно. Я пошел конь H2. Да. Вот это вот очень важная идея. Как бы Тимощенко ее как бы был таким идейным вдохновителем. Значит, но потом я дорабатывал. Мы с Белявским смотрели конь H2, G6, да. и здесь F3. Вот очень важный ход F3. Вот это. Важный ход, потому что теперь на самом деле как бы вот это давление черного здесь кончается. Во-первых, D5, E5, конь E4, нигде игры нету. Белые могут там коня на F1, на C4 перебросить. Вот. И дальше все будет развиваться. А что это все осталось тут, на самом деле? Там, ну, там так, и дальше уже горе. Вот. Ну, черных же реальной контр-игры особо нету. И ход, кстати, опять легко зевнуть, потому что всегда ходили, там, ладью перебрасывали куда-то. А это ключевая идея, на самом деле. Вот Карпов здесь пошел ферзь d7, тогда конь c4. Теперь уже можно коня активнее поставить. Конь c4, ферзь b5 и ладья c3. Теперь важно, что на d5 есть конь a3, потом e5. Вот. Там большие осложнения могли начинаться вот здесь, как бы, если там d5, e5, там конь d7, но тут у белых очень сильно. Это вот f4, тут все очень быстро идет, на самом деле. Как бы, вот это, смотрели, тут, я сейчас пытаюсь понять, в каком порядке тут черные могли где-то там провести там c5 и d5. Сложно, в общем, да. Позиция крайне опасная, в общем. Вот ферзь d7, конь c4, ферзь b5, ладья c3. Теперь на d5 есть конь a3, потом e5. То есть не успевает пойти. Поэтому Карпов начинает как-то окапываться. Значит, он... Окарпиваться. Да. Ладья c3, слон c8. Слон c8, да. Да, значит, да. Слон c8... Что там? Слон Е3, наверное. Ну, слон Е3, да. Слон Е3 пока что-то нам торопиться. Король H7. Король H7. Ферзь D2, да? Ферзь C1. Ферзь C1, да. Ферзь C1. То еще нам 7 пешку можно прихватить. Ферзь C1. Сразу. C6, да. C6. Вот. Конь G4. Конь G4. Пошел здесь дальше. Конь G8. Да. Ну, все уже понятно, да, куда все идет. Да. В какую сторону. На самом деле, позиция плохая, просто, я думаю, по-разному плохая. И на какие-то... я тут делаю ход, который в пресс-центре вызовет такой шок, потому что сочли, что я зевнул. Я бью на слон Б6 пошел. Да, слон H6. Да. Я даже не помню, это сильнейший ход или... Ну, говорят, слон F4. Слон F4. На самом деле, позиция там... На самом деле, позиция... я на нее смотрю сейчас. Я даже не знаю, когда слон после слона F4 ходить черный. Ладья D8, что ли? Или... Ферзь B8. Ферзь B8. Ну, это в общем, хотя... Ферзя под связку. Да, такой единственный ход ферзя под связку поставить. Надо как-то там все дальше выигрывать белыми. Да. Вот. Видно, возможностей много у белых здесь, но я уже вот опять инстинктивно чувствую, что надо удар решающий наносить. Слон H6, я, по-моему, Серван там комментировал партию, мне потом расскажу, что зевнул, конечно, Каспаров. Значит, погорячился в очередной раз. Значит, Карпов должен снадобить слоном здесь. Конем. Да, слон H6. Потому что иначе конем конь в 6 шах. Там. Да, конь H6, конь A6, конь взял D6, да. ферзь B8. Ферзь B6. Ферзь B6, конь E8, ферзь D4 шах, король H1, ферзь D8. Да. Вот. И, значит, они говорят, все, как бы подставил, значит, на самом деле потерял, сейчас конь теряется. Да. Вот. Ну, интересно,
здесь же есть динамика, на самом деле. Вот интересно, что как бы вот достаточно примитивный подход есть. А можно... Это-то я легко посчитал. Ну, я и сейчас могу это посчитать. Но тогда это все... Ну, я вижу, как разбросано все. Это плохо стоит. Это конь не играет, на самом деле. Все это не работает. Значит, сейчас мы быстро активизируем. Ладья D1, ферзь бьет E8 и ферзь G5. Дальше я мог не считать уже, потому что я уже уверен был, что оно должно само прийти. Ладья сейчас туда пойдет. Вот. И черный не успевает ничего не наладить. Ну, во-первых, материал, что меня поразило, когда мне сказали, я ждал, что зевок, я бы поверил. Ну, материал. Ладья и пешка против двух легких фигур. Материал одинаковый. Если не считать. Три пешки, 3 плюс 3, 5 плюс 1. Да? Но разница в фигурах, положение фигур. Вот. Да, позиция открылась, конечно, зато теперь понятно, что у белых все будет заходить дальше. Вот. То есть ладья туда пойдет, а потом начнется атака здесь еще. Слон тоже будет поддерживать ее. Ладья А7, ладья D8, ферзь Е6, F4. Ну, смотри, как оно быстро все начинает. Слон-то тоже начинает работать. Сейчас F5 еще здесь. Да, это как-то нестандартно, так глубокое проникновение в позицию. Играют фигуры. Ну, тут же вопрос на самом деле в качестве фигур. Материальное равенство на доске стоит. Просто материал поровну. Вот, значит, ладья и пешка против слона и коня. Но качество фигур другое. Вот. Ну, понятно, что как бы все не так очевидно, но для меня это... Тогда мне было очевидно, что слон 6 он пошел. Да, слон 6. Слон 6, да. Ну, пытается, кстати, защищать это очень хорошо. Ферзь D7 хочет поменяться как-то хочет. Вот, F5. Ферзь D7. Да. Ферзь D2. Вот, кто же даст? Кто же будет меняться? Например, посмотри, что опять черные фигуры явно ничего делать не могут. Это сколько времени король сможет продержаться? Вот, да, удивительно. Ферзь D2. Ферзь E5. Ферзь E5. Ферзь F2. Ферзь F2. Оп. Красиво, да. Нацелились. Оп. Напали на ладью. Ферзь E7. Ферзь E7. Защитился, напал. Да. Ферзь D4. Нет, ферзь D4. Ферзь D4. Ферзь D4. А ладья висит? Так там. Теперь грозит? Да. Конь G8. E5. E5. Все открывать. Да, конь D5. FG. Конь D5, FG, ладья C6. Ладья C6, да. Можно у нас ложить 6. Ладья C6. Ферзь D8, да. Да, ферзь D8, ферзь А7. Шах. Конь D7, да? Да, конь D7, ладья А6. Ладья А6. Ферзь D1, ферзь G1, да? Да. Сдался? Сдался. Да, ферзь D1, ферзь G1. Ну, такой погром. Это очень сильная партия. Погром. Дебютный, это самый. Да. Ну, вот здесь как раз вот это вот самые сильные, как говорится, вот стороны уже были. Причем это матч на первенство мира, подготовка. Значит, во-первых, концепция дебютная, и дальше после ее последняя реализация, а потом там атака стремительная. Причем то, что еще Макарыч в 1982 году писал, когда, помню, когда был перед международным турниром, что у Каспарова есть способность вот оценивать разные факторы совершенно. Вот есть открытая линия, есть инициатива какая-то, есть пешная структура. Вот это все надо как-то оценить. И я всегда вот такие вещи ощущал. А когда еще инициатива в руках, можно будет развивать ее. То есть понимание, где можно что-то пожертвовать, тоже я допускал ошибки, но обычно понимал, что чувствовал грань эту. Вот здесь можно какую-то сделать материальную жертву, но получается компенсация, динамическая компенсация, она будет более чем достаточной. Понятно, что часто это приводило к ситуации, когда допускал, может быть, ошибки, связанные с фактором стратегическим. Мне казалось, что, в общем, часто можно было решать проблему. За Каспарем сейчас. Да, вот таким в лоб. Но в целом, как бы, это все работало, и вот партия-то, она показательная. Значит, вторую партию выиграл. Ну, а в третьей партии я решил, как вот похулиганить. То есть у меня идея, одна из стратегических идей была, как раз, которую, значит, я решил применить, потому что Карпов сыграл уже не Земиш, а он перешел к этому главному оружию, был слон Е3. Я подумал, я как к этому я был не готов сразу, и решил сказать то, что я, в общем, обсуждал. Это мы обсуждали на сборе, но они опять смеялись так немного все, но давайте сыграем. Значит, ДЕ, конь D5, Карпов быстро сделал, ферзь D8 ход.
Ну, есть еще ход ферзь d6, тут, в принципе, заставит c5, потом ферзь d8 пойти. Но я, принципиально, хотел так пойти. Ферзь d. Значит, Карпов удивлен, пошел слон c5. Да, я тоже смотрю, так удивлен. e4. Хулиганство, Вот. реально. Теперь после слона f8, тут на самом деле, если ход и слон бит f8, и ферзь бит f8. И такая позиция очень, очень непонятная вот возникает. Вот, значит, у черных компенсация, значит, я там везде. Карпов сказал слон e7. Сделал правильно. Слон e7, ферзь d7 я пошел. Вот. Теперь, если, скажем, ладить ферзь c2, то на черный ходит ладья e8. Вот. Ладья e8 ходит. И ферзь e4, ладья бит e7. Конь e7. Ну, вот эти позиции, вот я считал, что они вполне игровые. Даже конь c6, слон f5, e4. Тут как бы все довольно быстро идет. Там партия есть, да, наверное? Нет? Ну, так это значит, конь, значит, ферзь d7. Значит, он пошел слон f8, Карпов. Король f8. И здесь он сделал ход ферзь c2. На самом деле, ферзь d3, видимо, опровергало все это. Ферзь d3. Потому что тут еще переход сюда. Вот. Ферзь d3 было... Пошел ферзь c2. Значит, Карпов здесь. Конь c5. Ладья d1 сыграл Карпов. Пошел конь c6. Карпов был здесь... На самом деле, шок психологический, потому что как ферзя отдают черный. Но тут он начинает соображать, что вот эта позиция... Она вообще... Не такая однозначная. Нет, это, кажется, она однозначная позиция. Это просто было просто хуже здесь позиция, потому что тут материал, ну как, здесь, если по пешкам считать 7/9, да, получается, да, в принципе, ферзь против слона, коня и пешки. Но здесь динамика совершенно такая, значит, это такое наследство Никитина. Вообще любил говорить, ферзь самая слабая фигура, потому что должен убегать, когда на него нападают. То есть, вообще там он всегда смотрел, там, как можно пожертвовать, ладью слона, например, там, за ферзя, ладья слон пешка, это вообще идеально, он считал. Вот. А иногда даже легкие фигуры. Вот тут вот такая игра против ферзя у него всегда вызывала такой повышенный интерес. И я уже жду сейчас какого-нибудь 6 хода. Ну, Карпов все понял, что так нельзя играть. И просто он делает рокировку. Но мне не понравилось уже, потому что теперь надо что-то делать. Потому что белый конь b6 не торопится играть. Но если их не заставить конь b6 пойти, то они могут вообще не торопиться. Потому что у них качество лишнее. В общем, я тут уже с нелегким сердцем конь e6 пошел. Вот. Но теперь грозит конь d4. Просто сразу ходить конь d4, просто взял, она просто хуже. Там просто белый конем выйти. Ну, то есть не конец света, но тут просто игра на два результата начинается. То есть, белых качество лишнее, в общем, неинтересно. Я пошел конь e6, но все-таки пытаюсь, пусть даже худшие модификации, но все-таки заставить его пойти. Ну, тут уже он конь b6 пошел. Конь b6 АБ, ладья d7, слон d7. Вот. Но какой-то расчет оправдался, потому что позиция, если говорить про позицию с нарушенным материальным соотношением, то другую придумать нельзя. Вот более нарушенную... Я могу посчитать вообще. Да нет, у черных слон, конь и пешка за ферзя. Опять. Маловато. Опять, если математику брать, которые там учат с шахматных азов, там, то есть 9 против 7, значит, да? Но есть же еще другие факторы в позиции. Значит, у черных все-таки более активные фигуры. Значит, потом есть поля в центре. Слабости пока у черных нет. Начать ферзю прыгать невозможно. Координацию пока не наладит. То есть, плюс ладьи на доске. Если ладьи снять, черным надо сдаться. Пока ладьи есть на доске. Соответственно, если черные захватывают центральные позиции, то там наличие на доске ладьи все-таки оно помогает создать разнообразную угрозу. Но, тем не менее, ферзь. Здесь, если я правильно помню, самое правильное был ферзь d2, потом конь g5. То есть белые, на самом деле, должны были... Он так и сыграл. Ферзь d2, слон e8. Да. Он не пошел конь g5 здесь. Не пошел. Не пошел конь g5. На самом деле, надо было, даже отдавая материал, просто менять легкие фигуры. Вообще, в принципе, белым надо меняться здесь. Значит, на количество пешек значения принципиального не имеет. Потому что когда позиция, имеет, конечно, но когда она открывается, возникает проблема. По-моему, конь g5, по-моему, взял, ладья 2, слон f3 даже, просто там бить дальше на c6, может там заходить. То есть, ферзь все-таки... И черные еще могут там держаться, но на отбой игра.
Ну, Карпов, Б3 там пошел, да? Б3. Вот, Б3. А вот здесь начинается Б3, значит, да. Теперь я пошел Е4, да? Да. Е4. Теперь уже после конь G5 я взял, а здесь висит уже, значит. Ну, а после конь Е1, на самом деле, как раз возникает то самое, что, как бы, тот тип позиции, к которому я стремился. Конь Е1, какой у меня на D4 конь пошел? Или... F5 у пока вас F5 пошел. Да, F5 пошел, F5. На самом деле, вот так удивительная позиция. Белым не так просто куда-то пойти вообще. Вот. Тут, я помню, Карпов начинает смотреть, как, ну, вот, белых ферзь лишний, да, вообще, ну, а ходить куда? Вот это все оказалось... Удивительная подготовка такая. Да. Ферзя отдать, матч Ферзя, на да, первенстве. да. И что здесь? И здесь, значит, он... Вот слон D1. пока слон D1 пошел, значит, да. И я пошел тут... Конь E5. Я хожу конь E5. Почему интересно, черные могут тут много себе позволить. Фигур много ходит. Да. Вообще, фигур много, на самом деле, да. И как бы и белым надо здесь все это как-то раскрутить. Вот. А как это сделать, это точно непонятно. Черных самый разнообразный угрозы тут есть. Там на F3, например, ладья D8 можно пойти здесь еще. Вот, то есть здесь все находится под, по-моему, да, вот я вспоминаю сейчас. Вот, почему-то потому что белым надо как-то открыться, но почему-то это не получалось тут. Мне кажется, да, может быть, действительно ладья D8. И возникает проблема с тем, что все висит. Вот. А у черных там сейчас как-то все начинает выходить. Слон может сюда выйти, потом глядишь, F4 пойдем. То есть начинает поджимать. Вот. Ну и Карпов ферзь D5 здесь пошел, да? Конь C2. Да, вот. Он ходит конь C2 здесь. Вот здесь такой момент интересный возникает. Значит, конь C2 он пошел. И... ну, это уже как бы надо с горя, надо как-то выходить фигурами. Вот, значит, я побил на А2 здесь. Да, вот А2, ферзь D5. Ферзь D5, он пошел здесь. И я пошел... А что висит у нас? Конь висит, пешка висит. Да, я пошел король Е7 здесь. Я пошел король Е7. Вот такая позиция. Это дерзкая игра. Он пошел конь b4. Да. Вот да, не обязательно. Я пошел слон c6. Нет, просто c6. Я пошел просто c6. Да, я пошел c6. Я пошел c6. Да. Ферзь попался. Между прочим, ферзя поймали в центре доски. Раззевнул, да? Нет, слушай, он же просто от ферзя избавлялся. А что он делал? Нет, он просто ферзь Е6, король Е6, конь А2. Ну, позиция объективно у белых проигранная. Вот это, значит, близкая к проигранному. У черных за качество теперь... роли поменялись уже. Две пешки за качество, значит, слон, две пешки за ладью, только под черных позиция подавляющая в центре. Но здесь, как бы, не давая в детали, позиция с перевесом у черных серьезно, выигранная, она, может, перегнул. Вот. Но не хватило. Вот я не лучшим образом играл, вот, и Карпов отбился. Отбился. Хотя, в общем, матч мог перейти просто в стадию добивания. Ну, классная подготовка. Да, ну это вот. Супер. А в четвертый уже Карпов снова пошел в испанку, и там они подготовили новинку. Редко ли не в варианте вот этом Зайцева. Уже в осложнениях. И я причем вижу, что вот там, ну, как сейчас в компьютерную эпоху это все совершенно очевидно. Тогда как-то мы так быстро посмотрели, и я вдруг понимаю за доской, что там вот будет сейчас промежуточный ход сделан, и горе. И возникает позиция, у черных там материальный период, у белых какая-то потенциальная, может, инициатива есть. В итоге у Карпова, оказывается, 4 связанные пешки здесь. 4 связанные. У меня пешек нет просто здесь. Но я начинаю там нападать, и начинает Карпов опять дергаться. Даже не помню, был у него точный выигрыш, но в обоюдном цейтноте там уже вообще все могло пойти наперекосяк. В итоге ничья получается. Это тоже очень интересно. Каждая пара такая насыщенная борьба. Потом мне надо решать, что делать против этой системы слон Е3. И вот интересно, вот идем какие-то боковые варианты. Там, значит, опять с коня 6 играем. Ну, я довольно легко пятую ничью сделал. Там немножко хуже теперь был, но отбиваюсь. Карпов пока не можете как найти куда, как побиваться. В шестой партии опять он переходит в систему, он играет систему, вторая система, которую к матчу подготовил, это конь d7, не Зайцев слон b7, ладья e8, а систему с конь d7 и слон f6, в классической испанке. Искал в классической испанке, видно было, что он там работает в этом направлении. Что меня устраивало тоже, я эти позиции любил, но опять они подготовили там усиление какое-то. Причем я к матчу мы его смотрели, но что-то там я там сразу перепутал. Получилась у него очень хорошая позиция, но потом потихоньку как бы там опять характер борьбы и для него. И по жертву пешку, по белопольная доминация. И снова буквально перед контролем выпускаю выигрыш. 41-й ход, помню, тут делаю. Вот выпускаю выигрыш. Обидно так, потому что вот близко. И потом седьмая партия, причем ничего как бы беды не предвещает. Ну, все хорошо.
перевес Плюс игровой, один, да, да. плюс один, да. Но это вот староиндийская, вот эта игра, вот, ну, вот, боковые варианты, ну, неправильно. Вот я чувствую, что им опять какую-то муть смотрели там, так смотрели, что-то, в общем. И вот есть 7-я партия, значит, и я даже не помню, какую я ерунду играл там. D6, конь F3, 0-0. Слон Е2, Е5, 5, слон слон Е3, H, конь конь А6. Е6, 2-0. Здесь я играл... G4. Да, я играл в 5-й партии С6. Ну, вот эту систему, чтобы там после D5 там черный там как-то ходит, потом C5 ходит, конь G4. Ну, вот в 19-й партии будет нечто похожее. Вот. Кстати, я уже, когда мы ехали на партию, у меня уже в голове, мы там смотрели систему с ЕД, вот здесь с ЕД. У меня в голове, кстати, эта идея, которую я потом привью в 11 партии, она уже сложилась, но тут мне надо все-таки жертву качества посмотреть. Вот, и поэтому я пошел так. Здесь, ну это, конечно, это безобразие. Так в шахматы играть. Конь G4. Значит, слон G5. Да, вместе ходы как F6. не смотрятся, да? Слон C1. Да. Да, он уходил сюда, Карпов, как бы, ну, слон. А потом, правда, в каких-то вариантах будет на H4 уходить. Ну, в общем, везде у черных хуже позиция. Что-то мы смотрели, я говорю, не моя игра была, что есть C6. Вот здесь я ход король H8. Вот. Потому что C6 мы совсем там, где там потенциально еще там можно там под H3, вот после C6, H3, конь H6, под C5 где-то можно попадать, еще такие неприятные моменты могут быть. А вы так и попали? Я пошел король H8. Да, король H8, H3. H3, конь H3, H6. Я вот здесь DE пошел, Карпов. DE пошел. Он пошел DE, кстати, да. Пошел DE, значит, ну, логично считать. После DE там размены, в общем, очень неприятный эшпиль будет, на самом деле. Потому что белый просто там слон Е3 ходит, ну, там пешка А3, или там А3, Б4, значит, ну, пока на слон Е3, вот. Ну, может быть, так надежнее было пойти, как бы, вот. Но мне это не понравилось, я пошел Фе здесь. Вот. Ну, черно хуже позиция, но интересно, вот здесь я довольно, как бы, очень неплохо играл дальше. Слон Е3, что ли. А что ж там удивительно? Или слон Е3? Слон Е3. Да, конь F7. Конь F7. Ферзь D2. Ферзь D2. Так он расставляет. Да. Конь C5. Конь C5. Я, кстати... Нормально. Да. Конь G5 он сыграл. Конь G5. Да, ну, в принципе, на самом деле, как бы, DE вот тоже там второго сорта, в принципе. Потому что, ну, у белых там масса возможностей играть. Но, как бы, Карпов играл попроще. Конь G5, значит, я побил на G5. Да. Побил на G5. Вот, ну, уже как-то все-таки неплохо разменено все это. Слон F6. Слон Е3, да? Да. Конь Е6. Е6. Ну, конь на Е6 перешел. Важно. Красиво стоит. Ну, как бы белых все-таки здесь там форпост есть. Вот. Да. А когда С6 пойду, черный будет слабость. Но, с другой стороны, ничего, в принципе. Ну, пошел слон G4 здесь, по-моему, да? Слон G4, да. Слон G4, да. Значит, ну, как бы заставляет меня. Ну, на D4 конем ходить не хочется, потому что там размены. Это все-таки это потом белые поменяются, потом в итоге заблокируют. Ну, это неправильно, это игра. Я пошел здесь, я слон G7 пошел. H5. H5, да. Да, ну, все-таки решил заставить его побить. Взял. 6, слон 6, конь D5. 6, конь D5. Конь D5. Слон G7, да? Слон H4. Ну да, так что здесь слон G5, здесь пошел слон H4. Вот. Ну, немножко странная игра, но, с другой стороны, я тут начинаю быть не то чтобы довольным, но как-то... Вот. И здесь Карпов... Ладья C1. Вот где-то он должен был F4 хоть раньше. Ладья C1, я пошел C6, да? Король H7. Или король H7 пока пошел. Да, король H7. Ладья C3 он сыграл. C3, да. C6, да, уже здесь. Нет, еще ладья F7 сыграл. Ладья F7 пока, да. Ну, все. А это что мы делаем? Просто подготовиться, там, как нормально фигуру расставляем, в конце концов. Ладья F7, B3. Ну, в общем, смотри, вот видишь, как ходы второсортные, как бы, все-таки, да. Ну, он ждет хода C6, чтобы потом начать нападать на пешку, на эту пешку нападать. Вот. Но все-таки C6, да. я пошел, конь B4. Слон Е7. Ладья D7. Ладья D7, вот. Я еще ладью сюда хорошо поставил. Ладья D7. Значит, ладья C, C1. Ладья, ну, в общем, странный ход. Но ход партию выиграет сейчас просто. Ладья C, C1 важный ход. Сейчас он просто партию выиграет ход. Потому что подготовит ловушку. Зевок слон F6. Да, слон F6. Ну, и тут Карпов уже F4 ходит. Да. Ходит F4 по простой причине. Сейчас я хочу пойти H5. В общем, еще уже F4 не пойти. Значит, на самом деле. Ну, вообще, как бы, черные в целом преуспели. Ну, потому что белые ходили. Туда-сюда черные все перестроили. F4, ЕФ. Слон будет F4. Да. Ну, вот эта позиция. Ну, здесь я задумался. Потому что, ну, в целом, как бы, ничего страшного нету. Да. Единственное, что, как бы, здесь меня начинает пугать, то есть я думать. В принципе, если белый конь берет на F3.
И вот на поле G5. Вот, значит, там через C2, D4, может быть, или там, ну, D3, E1, F3 долго. Но, с другой стороны, как бы не должно это сразу случиться. Вот. А здесь я смотрю разные ходы. Знаешь, когда ферзь E7 думаю пойти. Ферзь H8 даже думаю пойти, в принципе. Красиво. Там, да, значит, как-то... Опять А4 даже думаю пойти. Просто здесь, может быть, там разорвать. Но, с другой стороны, тогда белые там успевают коня перебросить. Но там ладья какая открывается. Ну, даже здесь, даже конь это не конец. Но это уже неприятно будет, конечно. То есть, но вот эта мысль меня надо как-то сделать, надо как-то остановить. И я вот коня. И вот я начинаю смотреть. Вот я все эти ходы смотрю, а потом просто рукой играю сюда. Ну, пусть конь d5 может сдаться сразу. Вот это вот... Как он ферзь туда попал, я не понимаю просто. Причем вот там тактика. Найти единственный способ просто дать Карпу выиграть партию. А тут все просто... Не, ну, так, ну, ходы нормально делать. И, Да. ну, потому что там разные возможности. Когда белый подводит коня, там где-то в какой-то момент даже уже может пойти G5, там ладью перебросишь. Ну, чтобы вообще... Ну, игра. Два слона тут. Нормальная позиция, да. Совершенно абсолютно нормальная Я бы позиция. черный Причем видно, что как, ничего Карпов сам не создал. Вот к вопросу о том, выиграть партию у него самого не получалось. То есть надо было ферзь опять сыграть для того, чтобы, знаешь, борьба в матче обострилась резко. Я причем, я когда сказал ферзь опять, что у меня вот ферзь туда пошел. Как он туда пошел, я не понимаю. Главное, ну, понятная идея, как не дать, чтобы конь никуда не ушел. Ну, как можно... Такая, знаешь, вот ход, все-таки ход от плотности, да, вот, значит, вот, как говорят, ферзь Е7, как плотно играть, знаешь, там. Дальше, я говорю, даже может G5, ладья G8, может быть, пойти, как бы, ну, плотный ход сделать. Потому что все-таки коню до поля F3 все-таки еще там идти, и я повторяю, это еще даже не конец света. Ну, знаешь, ферзь опять, значит, конь d5, я там тоже там шах пошел, какой-то нашел способ сразу не проиграть. Да, зевок такой, конечно. Зевок. Болезненный, скажем так. Просто болезнь. Так, ферзь А5, конь D5, ферзь C5, король H1. Да. Король H1 он просто Вот, сыграл. так вот, слон E3, слон G5, ну, тоже, кстати, правильно, то есть проиграл, по-моему, Наверняка. из-за коня в 6, что из-за какой-то, тоже, по-моему, выигрыш был с конем в 6. Да, но он пошел просто здесь, к сожалению, тут еще даже такой ход есть. Да. Даже так плохо, подожди, даже так невозможно. Потому что там CD, то есть даже здесь без, еще без, и так белый выигрывает. И там ферзь попадается. Ну, в общем, все уже. Я пошел слон d5, ну, в общем, Да. CD. Быстро партия закончилась. Да, что в одну Да, жуткий зевок. жуткий зевок совершенно. Он, конечно, такой шок. Вот. И, значит, Счет сравнялся. счет сравнялся. Значит, следующую партию снова испанка. Значит, там вот конь d7, слон f6. У меня такая инициативная позиция. У Карпова мало времени. Все-таки инициатива у меня, значит, на флажке он защищается хорошо. Вот он там находит в какой-то момент очень важный защитительный ресурс. И я снова теряю как бы совершенно голову. Ну, у меня там, я не знаю, времени куча по сравнению с его, там, ну, с его показанием часов. Ну, может, не получится, минут 20 была, у него там минуты 2, наверное, остается. Вот. Ну, такое нормальное соотношение тогда было. И вдруг я начинаю что-то делать. Значит, просто полная потеря контроля. Кот напал, что-то пешку поддал. Значит, партия откладывается. У меня просто... У него лишняя пешка. Значит, там тяжелофигурная ферзь остается. Ферзь с ладьей. Я что-то понимаю, что, видимо, можно, конечно, сдаться, но лучше отложить партию. Прихожу, в общем, ужас. Позиция какие-то проигранная. У него пешка... Ну, там король немножко открытый. Вот. Начинаем смотреть. И здесь снова, как вот в Севилье, все-таки в анализе мы сильнее. И какие-то там защитные какие-то ресурсы находим. Я начинаю как защищаться. Там, точнее, как там комбинировать нападение, защиту. Там, как король открытый, все-таки на доске ферзь ладья. Играем там бесконечно долго. Уже там до следующего доигрывания доигрались. Вот. И в конце, как часто бывало, вот упорная защита, Карпов ломался. Вот еще в первом матче было. Вот, я был в 15-й партии, вот тогда, вот, когда вот там долго защищаешь, там, в Севилье. То есть вот долгая защита, он не пробивал. То есть вот, Хотя сам любил тоже долго. Мог обороняться долго. Все ресурсы там, конечно, не использовал, там где-то там поигрывал. Буквально до самого конца у него была позиция близкая к выигранной. В общем, выпустил он выигрыш, я удержался. Но, правда, на следующий день опять, значит, как бы нормально играть не могу. Дебют решил Грюнфельд сыграть.
Грюнфельды, они были готовы, у них тоже там система. Вот слон Е3, ферзь Д2, вот точно как вот после в главном варианте, кстати, Карпов. Не слон С4 уже, а, значит, слон Е3. Кстати, все время слон на Е3, это, интересно, вот такое ощущение, что везде у него. И Тематически. тематически. И в Грюнфельде слон Е3, и конь и слон Е2, Стародиск, и Земиш тоже слон. То есть, на самом деле, вот такое ощущение, что, как говорится, вот... Ход подготовил к матчу. Да. Все вокруг куда слон Е3 строилось. Я очень играл слабо, и снова там проигранная позиция. Просто плохой грюнфельдский эшпиль получается. И каким-то чудом спасаюсь. Я просто помню, там, я когда пришел, на ничья, Гуревич говорит, ничего себе, да, говорит, вот, а ведь было +1. А могло сейчас быть -2. Просто могло бы, просто стояло -2. Ну, в общем, в 10-й он в русскую сыграл, там тоже зайцевская идея, кстати, интересная, он применил. У меня был какой-то небольшой плюс, но ничья получается. А вот к 11-й я уже, значит, думал, надо все-таки что-то подготовить. Показать, да, и вот в 11-й я думаю, одна из лучших моих вообще, я считаю, дебютных идей была. Ну, по парадоксальности, потому что я не знаю, тут как бы, насколько компьютер готов. Я пока слон Е3, значит, я бью ЕД конь Д4, ладья Е8, F3, C6, значит, Карпов ходит здесь, значит, ферзь Д2 ходит. Вот. Ну, надо от Д5 защищаться все-таки. Ходит ферзь Д2. Вот. Да. Потом, сейчас уже будет ходить слон F2. На самом деле, интересно, что сейчас белые перешли на слон F2. Вот. Но тогда как бы считал, что так еще сильнее. D5, значит, размен, рокировка, конь c6 и c5. Вот, ну, как бы ключевая позиция. Сейчас уже такую играют. Ну, тут тоже у черных масса возможностей, как игровых есть. Вот. А в тот момент это считалось, в общем, что позиционно здесь такой зажим. Белый, у черных проходная, она здесь блокируется. Довольно сложно находить игру. Потому что если там ферзь Е7, здесь слон F2, ферзь c5. Естественно, конечно, мы смотрели возможность пожертвовать ферзя снова. Вот. Значит, белый ходит конь Е6 тут, значит, в принципе. Значит, отдавать слона совсем горестно. Значит, ферзь F2, ладья, слон Е6. Но там белые быстро меняют все. Я, естественно, конечно, я посмотрел такой. Да, но она все-таки от той отличается. Вот. Но идея, главное было пойти ладья Б3. Когда я сделал ход ладья Б3, Карпов побледнел, потому что просто... Не поверил. Наверное, проигрывает партию. Ну, конь G4, конь C6, и получается. Ну, значит, ходит ферзь Е3, значит, и я пошел ферзь F8. Вот, мне кажется, одна из просто реально моих лучших дебютных идей, потому что просто черное отдали качество. Минус 2 пешки. Вот. И на самом деле позиция, у них есть реально полная компенсация. Вот это то, что вот, у меня складывалось всегда. Потому что, просто качество отдали. Но, с другой стороны, белому надо что-то делать. Или пешку c5 отдавать. Кстати, Герфман со мной так будет играть потом. Но, в общем, я, кстати, партию выиграю, потому что мы это тоже анализировали. Вот там конь b5, если пешку отдавать. Либо бить на c6, что Карпов сделал. Да. Тогда позиция, тогда она меняется, потому что теперь у черных все защищено здесь. И дальше набор факторов какой-то. Значит, у белых фигур плохо взаимодействуют. Слон очень сильный. Вот, потенциально здесь игра есть какая-то, пешка слабая. Вот я все говорю, значит, это набор факторов. Его трудно... склеить. Но в голове у меня склеивалось, что будет компенсация. Все анализы показывают последовательно, что компенсация есть. В принципе, белые перестали слон 2 ходить. Практически вариант исчез. То есть доказано, что ладья Е3, черных достаточная компенсация. В общем, прийти такой в голову, что взял ферзь F8. Вот, значит, а партия полукрона сыграл Карпов. Король H1. Естественно, король H1 ход сделать, чтобы он даже не лучше. Ладья B8. Рук бьет. Да, теперь надо куда-то пойти еще. Значит. Конь А4, конь А4. Ну, потому что Б3, например, уже ходить нельзя. Может, Д4, ферзь Д4, конь Д5 вообще. Просто у нас без материала можно. Конь А4, например, конь сюда ушел. Ну, и здесь там тут разные возможности у черных есть, потому что конь здесь... Просто можно играть, и было там даже слон Е6, конь Д7, такие тоже игры есть. Но здесь я уже задумал более такую масштабную игру за доской. Значит, я конь H5. Ладья Б4 я пока пошел здесь. Б3, конь H5. Слон Е6. Слон Е6 пока, да. На всякий случай. Да, закрыли. Конь Б2. И вот здесь уже конь H5. Да, здесь я пошел конь H5. Классная игра такая. Да. Все это конь D3. Завертело. Конь D3. Конь D3. Ладья H4. Вот, тут так довольно забавно тогда. Шах грозит ожидать. На всякий случай. И ладья еще висит здесь. Но ее никто забирать не будет, хотя никому не нужна здесь. Вот G4 пошел. Ферзь F2. Ферзь F2. Да, конь G3 шах. Ферзь F2, ферзь Е7. Ферзь Е7. Ферзь Е7.
ферзь Е7, Ж4. Да. Карпов ходит. Ну, казалось, что все. Выдохнуть можно. Да, ну, слон d4. Получи. Слон d4, ход еще насчет. Это такой дополнительный удар здесь. Вот. Но тут уже, ну, как бы играть там дальше на победу так Карпова, там сил моральных не хватило. Не учили. Вот. На этом не помню сейчас. Я там какие-то... ну да, это ферзь G2, я могу побить, пойти ферзь F6, потом пойти конь F4. И все, то есть, я успеваю все сделать. Ну, пришлось побить здесь, я побил на H2, вечный шаг. Ну, так... Мощно. Так вот, Мощно, так да. вот, как бы... Разработочка. Да. А компов еще не было тогда, да? Или Нет, уже что? Нет, ничего нет, не компьютеры, смотрели, да? компьютеры были, но... А только база партии, да? Нет, первый раз, когда компьютер будет использован вот как-то вот в самой примитивной форме, это будет 93-й год. Когда Макарычев на каком-то там еще примитивном компьютере, на какой программе примитивной, будет проверять этот безумный вариант защиты Немцовича, который с шортом играл. Ну, это как просто примитивный калькулятор использовался. Ну, конечно. В 90-м еще были мощные компьютеры уже. Кстати, будет история, как при 16-й партии, точнее, при передоигрывании 16-й партии, там они будут распространять слухи, что мы там компьютер используем, чтобы найти выигрыш, хотя я там выигрыш там достаточно просто находился уже в домашнем анализе. 12-я партия снова Карпов конь d7 играл, и снова не получилось у меня там. Даже чуть хуже в какой-то момент стал уже в конце. Ну, понятно было, что уже все устали. Такие смешанные чувства были. Не очень доволен был, потому что первые 6 партий огромный игровой период. Огромный игровой период. Там можно было +3 иметь счет. Закончить матч уже. И на это как бы я вот рассчитывал. То есть мне казалось, что вначале могу там просто вот напором... Поддавить. Ну, а зато, с другой стороны, во второй половине матча там можно было проиграть крупнее. Поэтому где-то такой баланс получился. Ну, хорошо, едем. В конце концов, 6-6 надо Карпу выигрывать. Я все-таки чемпион мира, поэтому ничья вперед. Переезжаем во Францию. Но если в Нью-Йорке организаторы были с моей стороны, как бы, то там чужая территория была. Не Ленинград 86 года, но все равно как бы, чужая территория. Но, тем не менее, как бы там чужая это условно, потому что все условия, естественно, там создавались нормальные. То есть мы там выбрали какой-то особняк там недалеко от парка, играли в зале конгрессов. Кстати, интересно, я недавно был во Франции, вот в Лионе, и была лекция. И тоже зал конгрессов. А там же, да? Зал конгрессов был, да. Ну, мама еще была жива как раз. И я ей позвонил, говорю, слушай, я, по-моему, естественно, там по дороге через парк я смотрю. Так более того, они, значит, еще нашли столик, на котором мы играли, с фигурами. Внизу стоял просто своей фамилией. Молодцы, вот все, как тогда, вот в этом зале конгрессов. И мы всегда утром гуляли там в парке, а потом, значит, надо было объезжать. Ну, ходить немножко далеко было, потом в машине объезжали. Я не помню, какой перерыв был, по-моему, дней 10 был перерыв. Я в перерыве уже, значит, решил, что надо сейчас поменять кое-что кардинально белыми. Сыграю-ка я шотландскую, решил. Значит, удивим Карпова. Подъехал Белявский, значит, туда еще, значит, добавили, усилили коллектив. Ну, все-таки серьезно. Да, усилили коллектив. Он вообще скептически к шотландской относился, вот, но, тем не менее, там, свежее всегда хорошо играть. Но проблема, на самом деле, главная там все-таки с черной фигурой, потому что как-то вот не складывалось все время. И в 13-й партии Грюфель был, но без всяких проблем. Там, я там сделал ничью черными. Ну и в 14-й партии я, значит, решил его удивить. Конь в 3, конь в 6 мы играем. В русском какие-то там идеи подсмотрели. Значит, понимал, что русского играть не будет, что будет там будет настоящая борьба уже. Вот он. D4. Карпов. Что такое, да? А тут, значит, мы... Ее же не играли вообще, да, на высоком уровне? Ну, вот был, значит, первое, значит, я, во-первых, придумал вот, то есть по этой партии, вот идею вот, в этом варианте. Конь 6 БЦ, вот, ну, в этом главном варианте. То, что так играли. Сам Карпов так у Тима Надянс выиграл легко. Значит, я придумал здесь Б3 здесь. Значит, на самом деле все началось с хода Б3. Вот, потому что Б3 ход считался плохой, потому что белый ход ферзь H4, черный ход ферзь H4, я хожу А3 здесь, слон С5. Вот это считалось. Да, и теперь на G3 слон бета в2. Якобы здесь все, значит... Теперь король в2 это теряется, а ферзь в2 это теряется. И вот здесь я вот придумал вот эту идею. Так, конь d2. Без компьютера. И удивительная позиция. У черных реально близко плохо. Значит, вот этот конь c3, вот это то, что ферзь e4, слон d3. Просто
идет все, брать тут слон плохо, ферзь G4, там тоже слон F5, ферзь H5, H4, там все заходит, машина все будет подтверждать. Мгм. Вот это я придумал сам, без компьютера. Я смотрел на эту позицию, значит, и, ну, значит, такая ловушка, ну, это даже не ловушка, это целая задумка была тогда. Ага. Это мы начали смотреть тогда, никто же глазам не верил, опять компьютера не было. Ну, проверять, вроде бы оно складывается. Значит, ферзь H4 нашли, здесь нет. И еще вторая, просто чтобы показать, там, значит, была система со слон C5, вторая все-таки, значит, здесь как бы исключила. Тоже один. И на из слон главных. C5, значит, где там конь еще здесь стоит еще. Да. Значит, вот я тогда здесь тоже по официальной теории, значит, слон C4, конь E5, слон B3, ферзь G6, рокировка D5. Вот. И здесь я придумал, значит, ход слон H5, ферзь бьет E4, конь D2. И теперь, значит, на ферзь H4, белый ход слон BT7. Слон F7, Вот. конь F7, конь F3. Не важно, просто забираем слона здесь. Вот. Я сейчас, вот, если я правильно вот все помню, так, значит, да. А на ферзь D3, по-моему, конь 4 F3 вот здесь есть. Такой ход есть тоже. Здесь будет висеть. Здесь будет все висеть, да. По-моему, только вот так, да. Значит, потому что конь F3, ферзь F3 тоже все висит здесь. В общем, это тоже все без... Это как бы до компьютерной эпохи. Все придумано было. Значит, вот с такими идеями, значит, выхожу на партию. Значит. Ну, он пошел конь F6, Карпов, конь C6. Он, кстати, всегда ходил так. Конь F6, E5, ферзь E7. Так, C4, слон H6, B3. Значит, здесь он задумался, значит, он сделал рокировку длинную. То есть партия будет очень интересна. 3-0, значит. И я пошел из G3. Вот это как бы вторая, идея. То есть, на самом деле, план уже был такой, поэтому все-таки отрезаем, пока спешку, скорее всего, будем отдавать, если он на нее будет нападать. Но у нас будет сильная позиционная компенсация. Вот. Плюс возможная там атака еще. Вот. Он пошел F6, да, Карпов? Ладья E8, слон B2, F6, да? Да. F6. Я пошел здесь слон. Я просто тогда играл по плану самому простому. Так рокировку сделал. Да. Рокировка. Просто идея так, что будем атаковать там. Карпов начинает тоже атаковать здесь сам. Здесь я пошел ферзь D2. Карпов конь F6 уходит. Да. Ферзь A5. Нападаем. Слон B7. Слон A3. Потому что сразу надо играть ферзь C5. Темповая игра. Ферзь F7. Ферзь beta7. Да. Стоп. Слон 3, ферзь E6. Ферзь E6, слон F8. Слон F8, ладья F8. Ферзь A7. Вот. Да. Такая тут интересная позиция, потому что у белых очень простой план. Там пешку А погнать. Еще там просто раз, два, три, значит, 3 хода. Вот. Но, с другой стороны, все-таки немножко там туда ушло. В принципе, еще можно там просто развиваться. Тоже неплохая позиция. То есть мы не обязаны, но просто как идея, что движение пешки смертельно. Черный может делать. Значит, H4 пошел, да, Карпов здесь? Нет. Или... Он пошел здесь ферзь G4. Ферзь G4, вот. Здесь, хороший ход, да, вроде бы. Да, значит, на самом деле такой вот интересно, Карпов находит маневр. Ферзь D4 хочет пойти потенциально. Вот. С другой стороны, там эндшпиль непонятно какой, но это все-таки эндшпиль. Как-то мне пошел конь А3. Все-таки, да, я пытаюсь пока... Значит, если сюда, значит, хочется коня сюда перебросить. Значит, да. Вот. И что вот здесь H4. Здесь, да, двигается. Энергично. Да, сильно энергично. Я конь C2, да, пошел? Да, конь C2. Коня на E3 видно. H3. H3. Важно, кстати, пешку он поставил на такой слон H1. Да. Вот. И конь E4. Возможно. Мне бы уже было страшно. Конь E4, да? Сейчас как-то это... Конь E4, да, очень важно. Мат мы не получим. Да, так вот, конь E3, конь C3. Вот тут меня охватил легкий ужас. Да, конь E3, конь C3. Да. Представляешь, вот такой. И мат на E2 сейчас поставить. Да. Вот, значит, потому что F3 тоже, F3 тоже конь бежит. Да, F3 конь бежит, да. Значит, да. Вот, значит, тут... Везде маты. Тут я, значит, решил, что надо двигаться. Может, когда если там ходить ферзем, там конь G5, если конь G5 просто пойдет, тут здесь есть ферзь E3. Как ферзем ходить тут не хочется. Я тут решил, здесь... Своя игра, да? Свою игру, значит. Конь C3, ладья E1. Какая? А1. А1. Конь E2.
Пошел конь Е2 здесь или? А лучше было, кстати, ладья Фе1. Ладья Фе1, да. И на конь Е2 может король Ф1 еще пойти. Да. Не торопиться отдавать ничего. Да. Вот, как бы качество отдавать не стоило сразу. Страшновато. Терял. Страшно, да. Не Ну, посчитаешь думаю, тут. хорошо, страшно. Надо думать, в конце концов. Ну, да. Страшно играть надо там... Когда страшно, считай варианты. Да, страшно. Вот, ну, ладья Е1. Но есть как идея жертвы качества, когда Да, конь конь Е2 пошел. Е2, да, ладья Е2, ферзь Е2 и конь Б4. Б4, да. Вот. Но я же теперь новую угрозу создал, посмотри. Я же создал конь А6 пойти. Я же создал такую угрозу, такую матовую конструкцию. Я новую матовую конструкцию придумал. Конь А6, и надо... Слона давать. Ну, слона, да, король d8, ферзь b7. Но он тут начинает в центре атаковать, да? d5, да. d5. Молодец, Анатолий Евгеньевич, хорошо партию ведет. Да, да. d5 нашел сильный ход. Да, очень быстро. Да, d5. ЦД надо брать, да, здесь? ЦД, да. ЦД. ЦД. Слон d5. Слон d5, приход сказать. Не боясь призраков. Да. Слон d5. Конь d5. Ладья f7, да? Ферзь c2. Да, ферзь c2. Не, надо. Такая борьба идет такая. Масштабно. Да. Не, такой матч классный вообще. Нет, да. матч, Бодрый матч. Очень интересная игра. Очень интересно. Борьба в каждой партии. Ферзь А6. Ферзь А6, король. Шах, король D7. D7. Вот. И здесь конь Е3. Конь Е3 я ухожу. Ну, надо перевести коня, чтобы я все-таки, чтобы мата не было на G2. Вот. Да и кроме того, у меня мысль была где-то пешку хотел бы забрать. Вот, чтобы уже ферзем надо делать. Ферзь Е4 он пошел. Да, что на ферзь Е4? Мат ничего же не грозит. Конь же защищает. Конь защищает. Он так и пошел, он ферзь Е4, да? Да. В принципе, позиция динамического равновесия здесь. Просто меня эта пешка раздражала, я ее захотел забрать, и, по-моему, там даже время потеряю. Ну, как он пошел? Ладья Б8, что ли? Да, ладья Б8. Ладья Б8. 3 минуты оставалось у него здесь. Я ферзь F1 первый пошел. ход. Я не знаю, правильный ход ферзь F1? Да, конечно. Ферзь F1 надо было забирать скорее. Ладья Б3, да? Ладья Б3, ферзь H3. Ферзь H3 шах. Король D8. Король D8. Ферзь H5. Ферзь H5. Ферзь H5. Ну, ладья Е3, ферзь G5. На всякий случай. Пока сам такая косвенная защита. Все-таки здесь держимся. Король Смотрю, C8. конечно, такое пока... Полотно. Да, Король C8. Не, ну у черных-то, наверное, уже получше позиция, но все равно ближе к ничьей все-таки. Король C8. И ферзь D1. Ферзь D1, да. Любимый ход. Назад вернулся, прикрылся здесь. Вот. И он здесь побил на Е3, да? Ну да. Он побил на Е3, ладья Е3. Да, ладья Е3, Фе. Ферзь Е3. Ферзь Е3, король H1. Король H1. Тут повторили ферзь Е4, король H1, ферзь Е3, король H1, ферзь Е4, король H1, ладья D8. D8, ферзь С2. Ферзь C2, это записанный ход и ничья. Да, ничья, да. Здесь объективно ничья. Борьба такая была, жуткая, такая серьезная борьба была. 15-й партии Карпов получает просто идеальную, значит, позицию под блюдо карповскую. Вот в этой позиции просто в конь c3 d5, cd конь d5. Это там у него e4, конь c3 bc, слон g7, значит, там как слон e3, c5, там ферзь d2. Там рокировка, конь f3, ферзь А5. ферзь a5, ладья c1, здесь я ход e6 сделал. Ну, ход, видимо, там слон 6 просто. Вот так вот. Тогда уровень такой подготовки. Вот, хоть тебе Е6 делали, слон 6, а дальше уже просто там вот эти шпиля возникают, ну, просто в одну калитку. Как Карпов его не выиграл, я не знаю. Вообще, как бы, значит, у меня позиция там плохая, причем, ну, так кисло вообще, что дальше не буду. Но как тут что-то там не доделал. Там. А слон 6, да, а я еще какой-то ход делал, и здесь H4 выходит. Да? А я пошел как-то там. Конь C6? C6, да, и здесь H4. H4, да. Вот, H4 важно. Просто заставляющий меняться уже здесь. То есть CD слон G7, то есть потому что иначе просто мат ставит черный, белый. Ну, времени нет здесь что сделать. То есть он вынуждает CD пойти. Вот это, ну, в принципе, это идею проупустили, что заставит пойти CD. Вот. И раньше просто просто настолько легкий у белых тут. И H5 можно двинуть. То есть, в общем, кошмарная позиция. Тем не менее, как-то я спасаюсь. Ну, а дальше начинается вот с 16-й партии, то есть вот там несколько партий будет, как бы уже все пойдет в одну калитку. Значит, ну, во-первых, снова шотландская была, 16-я. Там снова шотландская. Я думаю, Карпов, в общем, считал, ну, не знаю, насколько он уверен, может, это серьезно будет, но, в общем, они так что тяп-ляп подготовили, но именно тяп-ляп. Ферзь Е7, ферзь Е2.
конь d5, c4, он пошел конь b6. Мгм. Конь b6 пошел. Ну, второй ход вполне себе приличный. Вот, как бы и так, и так. И слон 6, ну, сейчас уже все знают. Слон 6, в принципе, там практически там, закрывает систему там, Мгм. до ничьей. Там очень много разработок. Хотя пройдет там 20, сколько там получается, с 90-го года. Почти 30 лет пройдет, пока вообще все, как говорится, раздраконится с компьютером уже. Пошел конь b6, а пошел конь d2 здесь, да? Да. Да, ну, потом я стал конь c3 играть здесь. Мгм. Ну, опять, в обоих случаях позиция нормальная. Но здесь снова Карпов попадает под разработку. Конь d2. Пошел здесь ферзь e6. Самый такой естественный. Вот b3, Мгм. слон b4, да? Опять? Ну, опять слон b2. Слон b2. И вот здесь слон b4, да. Слон b4. Это неудачный ход. Я пошел а2, а3 здесь просто. Здесь просто а3, слон d2, ферзь d2. И тут выясняется, что, ну, опять, ну, уровень подготовки того времени, что если тебе а4, ну, тогда белый ходит c5, конь d5, b4. Позиция очень плохая. Ну, может, слон 6 поменяться, но это не имеет значения. Все здесь зажато, там просто рокировка, и начинаем просто двигаться. Ну, конечно, конь стоит, конечно, красиво. Мгм. Вот, ну, да, надо еще как-то ходить же, кроме того, что конь стоит красиво. Потому что там уже никогда встретить белых ходом f5 не удается, потому что там все открывается. Значит, ну, белый просто начинает готовиться там, к продвижению. Там. Мгм. Вот. То есть позиция в пользу белых это, вот, после а4. Вот. А Карпов пошел с d5, да? Психанул немного. Здесь пошел d5. Да. Ну, это от этого, да, я просто пошел cd. Да. Ну, cd, ладья c1. Мгм. Ну, может сдаться уже черный просто. Просто позиция уже... И вот дальше начинается... В общем, ну, начинает защищаться, ну, потому пешку отдал, да, по-моему, рокировка была там, да? Он сыграл... Да. Рокировка, ладья да. c7. Мгм. Ничего, да, так вот уже к 15-му ходу у нас пешка и пара слонов просто. В испанке там еще бы сейчас по теории играли. А тут уже, вот, кстати, тоже для Карпова было тяжело, потому что как-то совершенно Новая игра, нестандартно. да? Нет, но позиции опять, они же нарушены. Позиции. Тут где-то пешка, тут просто, значит, все-таки в испанке есть какие-то ориентиры, даже в этих сложных, есть какие-то понятные ориентиры. А здесь ориентиров никаких не было. И я понимал, что это, скорее всего, для него проблемы. Все же 6, да. Это правильный ход здесь сделал. F3. F3 просто. Сыграли F3, да. Просто F3, да. Дальше слон F5 пошел. Мгм. Да, по-моему. Чуть ниже, что я... Слон B5 пошел, да? G4. G4, ну, по-моему, слон B5 тоже. Ну, надо все-таки... Нет, G4 отлично. G4, слон B1 должен ходить здесь. Слон B1. Слон B1, Необычно. да. Слон B5. B5. Горе, ладья C8, да? Да, ладья C8. Взял. Заменяли. И рокировка. Ну, что можно сказать? Лишняя пешка, зато лучшая позиция. Да. Да, просто... Партия будет 100 ходов продолжаться. Колоссально. Просто 100 ходов будет продолжаться. Я даже не... Как, вот я смотрю на позицию сейчас. Как она могла... Партия не кончиться к первому контролю. H5, H5. H5. H3. H3. Да, ну, это же все. Это, H. да, ну, это же слезы. Слон C2. Слон C2. Куда там Пешка здесь? напал. Да, ферзь E3, что ли, или что? Ферзь D4. А ферзь D4. Да, ну, грозим еще, там E6 грозим еще, что Мгм. просто совсем стало неприятно. Ферзь E6. Ферзь E6 надо ходить. Ладья F2. Ладья C7. Ладья F2. Еще, подожди, по пешку... ну, ладья F2, там на слон B3, наверное, слон D3 еще был ход там. Я не знаю, почему точно, да? На пешка? слон B3 ладья... на слон B3 слон D3. Слон D3, Да, слон да. B3, слон D3, там, он же еще линию открыл здесь. Там, Да, там да. слон F5, потом просто вообще выгоняем сразу. Мгм. E6 просто прорываем, ладья C7, TH2. Смотрите. Конь D7. Да, вот он начинает перегруппировываться здесь, Карпов. Конь D7, между, B4. да, B4, АБ, да. Да, АБ. Конь F8. А вот он вот укрепился. F1, да. Слон B3. Это что он Слон хочет? C4 хочет Слон пойти. C4. Ну, как бы он укрепился. Немножко, чуть-чуть. Слон D3. Слон C4. Слон F5, да. Слон F5. Ферзь E7. Ферзь E7, да. Ферзь D2. Приходится уже тут как-то изгаляться уже приходится. Ладья C6, Слон D4. слон D4. Ладья А6. Ну, хорошо. Слон Б1. Пока так. Ну, тут где-то предконтрольные ходы. Слон B1. Ладья А3. Хорошо, ладью Наконец-то активизировал. решил. Ладья H3 защитил. Как? Ферзь H2 чтобы был создан. Да. Наконец, мечта исполнилась. Ладья Б3.
Слон. Слон c2, да? Слон c2, ферзь b4 взял. Да. Ферзь f2. Ферзь f2, ну, ферзь d4, наконец. Готово, наконец. Значит, я долго тупо выстраивал, чтобы под мат. Вот. Блестящий ход, конь g6. Конь g6, да. Качество жертвует. Ну, а что делать? Надо ставить, значит. Вот. И выясняется, что, в общем, Не все так просто. надо открываться. e6. Ладья b1. Здесь уже взяли. Слон b1, ферзь b1, король h2. Король h2, fe. Fe. Вот. И здесь надо... Есть ферзь b2 я пошел, да, наверное? Записанный ход ферзь b2. Ферзь b2. Да. Сейчас еще такой ход есть, чтобы успеть поменяться. Вот. И вот этот боец откладывается здесь. Ну, мы там смотрим. Но я снова, конечно, в трансе, потому что что-то должно было закончиться все. С другой стороны, начинаешь потом думать, качество лишнее, в конце концов. Материала мало, просто качество. Кстати, мы тогда еще не знали же всех этих вещей, этих компьютерных, что там ладья, слон против слона и коня, позиции выиграны с разноцветом. Ну, понятно, что, конечно, там на голой доске не выиграешь. Там, за 50 ходов правила никто же не отменял 50 ходов. Но вообще у нас уже возникало понимание, что вот этот разноцвет, ладья, слон против слона и коня, он на самом деле выгоден белым, когда вот лишнее качество. Но, хорошо, разноцвет разноцветом, а надо же сначала еще, побил здесь, надо же еще как-то с пешками разобраться. Вот. И у нас идеи были, кстати, и опять снова при доигрывании. Добиваемся результата. Конь f4. Ладья h4, h4. конь d3. Конь d3. Слон c3. Смотри, ну, e5, да. Он ходит e5 здесь, да. Ну, это опять король g3, наверное, да? Да, король g3, d4. d4, слон d2, да? Угу. Вот. Ну, и дальше как-то я начинаю... Как-то удалось мне все-таки f4 провести выгодно. Слон d5. d5. Ладья h5. Король f7. Слон a5. Какие-то маневры я провожу здесь. Вот. Король e6. Слон c7, да? Не, король e6, ладья h8. А ну, пока еще ладью активизируем там. Да. Качество лишнее. Конь b2. Вот это сколько... А ну, он хочет пешку вести, да? Ну, да, конь c4. Ну, он защищает c4 пешку e5, и это может пойти. Ну, вот опять она оторвется. Шах. Шах, король. Король d6. d6. Слон b4, шах. b4, шах. Король c6. Король c6. Ну, Ладья c8. брать нельзя здесь, да. Ну, c8, шах, король... Король d7 надо Да. ходить. Ладья c5. c5. Напали. Король e6. король e6. Или... Ладья b5, да, наверное. Ладья c7. Ладья c7. А ладья c7. Тебе еще на это напали. Да. g6. g6. Вроде уступка. Да, какая-то. Ладья e7, король f6, ладья d7. Слон a2. Маятник такой. Здесь Ладья а7, слон c4. Слон a5, слон d3. слон опять еще. Готовишь. Да. Слон d3. Ну, вот пора f4 ходить, да? Да, f4. f4. А вот все-таки сумел подготовиться, потому что теперь, видимо, e4 нельзя ходить. e4, слон b6. E4, слон b6 выигрывать сразу. Поэтому, значит, раз разрушил эту конструкцию, значит, дальше пешка это e в король f4. Да, слон c2. c2. Ладья h6, Ладья шах, h6. король f7, король e5, как долго. Да. Конь d3, шах, d3 шах, король. король d4, Да. конь f2. Конь f2. Ну, я уже как считал, что все выиграно. Да. И тут Карпов находит единственную вообще возможность. Значит, я почему еще не понимаю, что может быть проблема крепости потенциальной. Конь f2, g5, Да. g5, слон f5, да? Да. Слон f5. Вот. Ну, я считаю, что там уже сдаваться пора, на самом деле. На самом деле, все не так просто, потому что как бы вот конь сюда стремиться. Вот слон d2, я не знаю, надо ли было. Ну, Здесь не комментируется. ну Слон да, d2, конь e4. король, не, сейчас, король король e7, король d5, конь e4, ладья a7, Король f8. король e8, Король e8. слон e3, конь c3, шах, король e5, король d8, прижали немножко, слон b6, шах. Нет, на самом деле не имеет значения, как бы. Он пытается за счет не дать королю прорваться моему. Ладья c7, конь e4. Я до конца не понимаю, что делать, что слон e3. Я же начинаю здесь ходить. Да, слон e3, конь g3, Конь же, да, и тут он слон f4.
Конь h5. Конь h5. Вот стало... И тут я понимаю, что... А как пробивать его точно? Как, значит, надо пройти королем как-то? Вот, значит, я пока слон на e5 ставлю, как бы для такого... Ладья a7, король f8. F8 там куда-то слон аж... Удивительно, король f8, да? Не, ну он будет стоять. На последний. Проблема же, мне же прорваться королем d8. Там куда-то слон h2 я пошел. 75-й ход. Слон h2. Слон h2. Конь g7. Конь g7. Король там d6. Конь g7, слон g1. Слон g1. Конь h5. Слон c5, король g8. Да, ну, естественно. Он даже 8 ходить должен. Да, король d6, король f8 и слон d4. Король e8. Слон g4. Слон, неважно, он стоит здесь. Да. Слон g4, слон e5. Слон f5. Тут я понимаю, что как бы самому выиграть сейчас может не удастся, потому что вот план какой-то найти выигрыш. Значит, 88-й ход. Контрольный, где можно отложить партию. У меня две проблемы. Первые 60 ходов партии надо себе брать время, его останется мало. Вторые 50 ходов. Да. G5. Главный... G5, 64-й ход. 114, значит, на самом деле 114. Да. Значит, надо выиграть партию до 114-го хода. Да. Или там что-то собрать надо. Да. Значит, это как, ну, собрать это... Значит, как все стоит красиво здесь, я понимаю, что как-то вот начинаю придумать. В принципе, концепция у меня в голове уже складывается, но я должен для себя решить, как, значит, попробовать сейчас ее реализовывать или все-таки доиграть, потом сделать дома все. Значит, поэтому я тут решил, думаю, сейчас возьму на себя время, дома доанализирую, там на часах останется, правда, примерно 5 минут. Карта тоже, понятно, играет быстро здесь, чтобы я, по правилам же тогда старым, которые уже там молодые не помнят, можно было на себя время взять. То есть означает, что после там 88-го хода я могу записать 89-й ход, но так как там 6 часов не пройдет, я должен взять на себя все оставшееся время, и, соответственно, минус будет у меня. То есть, и у меня там... 80-й ход. Да, ну да, значит, мне еще 9 ходов сделать. Слон e5, там будет хождение. Слон f5, ладья h7, король g8. Да, я просто хожу. Ладья c7, король f8, король c6, король g8. Ладья e7, король f8. Тут еще важно, что по троекратку не попасть. Надо. Да. Я еще считаю, что... Опасности, да, да. большая опасность. Слон d6, король g8, ладья e8, шах, король f7, ладья e7, шах, король g8. Слон e5, король f8. И вот 89-й записанный ход ладья a7. Я здесь беру на себя время. 54 минуты. А, нет, это ты думал не 54 минуты, думал-то 2 минуты, наверное, да? Думал я... Да, и тут... И взял на себя почти час, да? Да, остается. Чтобы дома проанализировать. Да. Вот такое за доской я принял решение. Это какой ход получается? 88-й. 89-й, да. 89-й. Во-первых, у меня, значит, осталось там количество ходов. 25 ходов. Мне надо, значит, до снятия материала. Да. Плюс у меня там на часах там 6 минут остается. Ну, мы дома анализируем. И, значит, я тут вот... зачем? Я здесь взял тайм-аут. Вот. Не стоило тайм-аут брать. Я решил не играть 17-ю партию. Потому что по правилам, как партия играется, доигрывание. Если она не заканчивается, то играет 17-я партия, а потом доигрывается на следующий день. 16, да. Ну, может быть, вместе с 17, если две получатся. Такие были такие монструозные старые правила. Вот. Да. Ну, надо как-то партию заканчивать же было. 88-й ход, партия откладывается. Приходим домой, же выигрыш четкий есть, как бы, я думаю, значит, лучше на 17 уйти с перевесом в счете. Я не уверен, что правильное решение было. В принципе. Но, с другой стороны, я тоже был усталый. Как бы мне не хотелось, когда в следующий день играть 17 черными. Такое решение приняли. Значит, ладья А7. И дальше все-таки вот... Ну, здесь я уже исполнил при доигрывании все... Все, что проанализировали, да? Тогда начали эти слухи распространяться там, что вот используется какой-то мощный компьютер. Ну, хорошо, всем компьютер. Компьютер показывает выигрыш, но я уже сам, как говорится, идею я за доской видел уже. Вот ладья А7, значит, дальше было... Слон G4. Слон G4. Король D6. Король D6. Вернулись. Слон H3. Слон H3. Ну, он стоит, ему делать нечего. Да. Ладья А3. Вот. Здесь важно... Здесь очень важный момент будет. Надо будет как бы немножко разрушить. Наша задача прорваться королем туда, в принципе. Нам нужно как бы там, королем туда, дать там шах. То есть, ну, чтобы король на E7 оказался. Вот такие наши. Слон F5. Слон G4. Ладья E3. Ладья E3. Слон F5. Надо сюда перевести. Слон F5. Слон H2, да? Слон F5, король C7. А король... Пока так. А вот, здесь надо королем выскочить. Мы должны король на D8 пройти сейчас. Король C7. Король D8. Король D8, да. Но важный момент, что, в принципе, конь G7 совсем простая позиция. Проигрывать он не может сделать. Здесь прорываем с королем туда. Вот. Важно. Слон G4. Вот. Потому что если король E6 он выходит, тогда мы встречаем его. Тогда мы просто уходим так. Слон H2. Выходим, да, и если король D5, мы королем заходим туда, потому что, в принципе, он ничего сделать не может. Королем туда пройдем. На E7. Слон G4, слон B2 вы сыграли. А слон B2, да. Ну да, да, но здесь важно сейчас мы начнем короля оттеснять. Слон E6.
Слон Е6, он пытается не Слон допустить. С3. Слон С3, подождем. Теперь конь Слон F4, нельзя, F5. ладья F3. Нельзя. Слон F5, ладья E7 шах. Ладья Е7 шах, король F8, слон Е5. Ну, уже король на D8 стоит. Король Ну прошел на D8. Слон D3, ладья А7, А теперь сейчас слон D6, король F6, подойдем. слон Е4, Все по черному. сотый ход, ладья С7, Подождали еще. слон Б1, слон D6 шах, король G8, король Е7. Да. Успел. Сдался. Да, ну, король пришел уже, все уже. Как бы. Да. Король пришел, потому что теперь дальше тоже просто мат ставим. Да. Слон Е5, ладья С8, матовая конструкция будет. Похоже чем-то на вот сейчас партию Карлсон, не помнящий вот эту В6. Ну, Долго. Да, долго Очень играли, долго, играли, да, замучил играли Рэдшпиль долго, в итоге, да. да. Замучили вот это вот. Значит, вышел я, как говорится, вперед снова после 16-й партии. Опять 16 Вот, партия. да, Что у вас да. как это? Ну, 16-й там все хорошо как бы складывалось. Потом играем 17-ю. Там какую-то мы уже идею подготовили. Карпов то, что он меня опередил, тоже хорошую. Ну, в общем, подготовка хорошая была, дебют. Даже получил такую небольшую инициативу. Но, с другой стороны, не было серьезных проблем. Я должен был отбиваться. Но как-то опять плохо играл. И там дал ему возможность. В Грюфельде там просто пешка в центре идет, как бы, и опять вот без игры проигрывал. Вот 17-я, есть про магию цифр говорят, 17 как так же проиграл бездарно, как в Ленинграде. Вот такая 17-я партия, вот тоже. И счет снова сравнивается. А там как раз вот подъехала ассоциация гроссмейстеров, там такое заседание выездное было, появились там Бессель, появился Тимон, и на 18-ю они там все пришли. И к 18-й партии, по существу, наверное, решающая партия была, потому что равный счет, у меня там преимущество как бы есть, все-таки там ничья вперед. Ну, все равно как-то Да, ну, вот в этой партии, как говорится, вот удается очень чисто все сыграть. И вот там, буквально вот следующие 3 партии там будет там подавляющий игровой перевес. И 4, и 5, значит. Причем Карпов... я уже пришел сыграть решил испанскую. Да, кстати, он уже был, мне тоже настроен на борьбу. Я уже знаю, какую они идею мы в шотландской подготовили. Это в Тилбурге проявится. Но, в принципе, он тоже готовился на борьбу. То есть, вот 17-м выиграл, сейчас надо бороться. И они действительно в очередной раз, значит, как бы подготовили новинку. То есть, опередили нас снова. Так, значит, конь D7 он пошел. Решил на это. D7, D4. Слон F6. Я А4 здесь хотел, да? А4, да. Это к этому мы уже подготовились. А4, слон Б7, конь А3. Конь А3. Тут тоже позиция, это новые идеи, как бы у нас были. Потому что там есть вариант ЕДЦ, ладья Е8. Ну, в общем, по теории официальной, которая там была, у нас были хорошие разработки. То есть, вот. А Карпов пошел здесь... ЕДЦ, конь Б6. Конь Б6 пошел. Конь Б6 пошел. Слон 4. Я уже... Да, слон 4 правильно. А Б ничего не дает. Да, значит, может быть. Вот. Ну, причем Карпов быстро играл. В общем, БА пошел здесь, да? Да, слон 4, конь 4. Слон 4, конь А4, ферзь А4, опять. Опять. Слон Д2 пошел здесь. Назад. Чтобы конь Б4 не хотел человек. Ладья Е8 он пошел. Да. Ладья Е8. Я пошел Д5. Надо ходить. Конь Б4. Все идет еще слон Б4, АБ, ферзь Б4, ладья Б8. Да. Вот это он исполнил очень быстро все. Вот. Значит, явно ждал ферзь Д2, С6. Черных нет, почти ни одной проблемы нет. А я помню, все сидят там, Бессель, Тимон, все там, значит, вот, там где-то Куатли бегает тоже все, значит, Карпов очень доволен. Я здесь думаю долго очень. 9 минут. Нет. После следующего хода Карпова еще опыта. Да, больше часа дома. Да. И тут я понимаю, что за пешку держаться нельзя, это бессмысленно. Но, с другой стороны, все-таки у черных пока слабости. Если они С6 не пойдут, то еще есть проблемы, да. Не так ход рождается, ферзь С4. И
Карпов погружается Ну. в тяжелые раздумья. Ну, на самом деле, позиция держится. Слон b2, ладья a2, она, видимо, держалась там. Там после взятия на a3, ну, у черных хуже, но не трагически хуже. Пешку надо было забрать все-таки обратно. Но Карпову как-то сильно не понравилось, потому что не к этому готовился. Ну да, сбили так с этого. Да. И вот после долгого раздумья он ферзь c8 пошел. Да, ферзь c8 пошел здесь. Но тогда уже не получается. Я конь d4 Конь пошел. d4, да. Конь d4 пошел. Слон a6. На 6. Ферзь c3. Пешка-то осталась. Ферзь c5, dc. Слон d4, ферзь d4, ферзь c6. Вот. Но ему показалось, может быть, что все-таки он, как-то здесь пешка там, может быть, dd на b поменяем, 4 на 3, как-то вот все не успевает здесь начинать. Здесь b4 я пошел. Да. b4. b4 важный ход. Пешка двигаться начинается. И здесь еще важно, что ферзь b6 нельзя, потому что я пойду b5, слон b5 это связка, и форточки нету. Вот форточки нету. Не успел прожать пешку. Значит, дальше Поэтому уже... А6 он играет. А6 пошел, да. Ну, тут ладья b1. Ладья E3. Ладья E3 я пока еще могу пойти. Вот. Ладья E3. Ладья E6. Да, опять на ферзь b6 снова я меняюсь, потом b5, и уже две ладьи связываются здесь. Ладья E6. Но это уже опять другая история. То есть здесь ладья F3. это мой любимый ход F3, чтобы пешка укреплена была. Да. А теперь дальше ладья сейчас на C3. Ладья C8, ладья B3. Ладья B3. Ну, пешка начинает двигаться. Ну, дальше опять партия там до откладывания дотянет. Да. Вот. Но я хорошо доигрываю, четко очень выигрываю. И снова вырываюсь вперед. Причем опять... +1. Да, качество партии хорошее. Ну, вот здесь 19-я партия. Я, честно говоря, это без ужаса вспоминать не могу, потому что надо просто ставить сразу финальную позицию. Сейчас смотреть еще хуже. Да. Потому что... Еще хуже. Просто потому... 39-й ход, да? 39-й ход, да. Ну, вот я пошел, ладья c1 пошел. Ладья C1, да. Просто... Сейчас смотрю. И что, ничего предложил? Не предложил. Что, партия закончилась? Люди думают, знали, что Карпов сдался. Потому что позицию я смотрю на нее, один ход надо сделать. Там, ферзь b2, значит, там любой ход, там, ферзь a8, ферзь a7, там, да. Надо было подумать. Но вот здесь начинает какой-то вот этот тоже эффект, это Севилья уже, значит, уже устал уже, он уже осталось +1 уже, закончим. Ну, надо было закончить матч просто. Тут посмотреть позицию. Да, я говорю, куда там ферзь обходить можно? Сюда, на август. Можно взять, можно сыграть тут как угодно. Можно сыграть, тут выигрыш надо было по-разному. По-разному, да. То есть любой 40-й ход сделать. Причем у меня еще там было какое-то время. А любой 40-й. Да. Вообще, я смотрю, слон на F4, ладья на C. Ну, тут, по-моему, ферзь A8 самый жесткий ход, да, был там. Ферзь А7. Или ферзь А7. Ферзь А7. Ферзь А7, да. Ну, там, я не знаю, сколько там машина покажет вообще. Да, плюс много, да. Трудно просто понять вообще, ферзь А7, ладья БУ. Пешка какая-то висит, ну там это же все. Все это для бедных. Там еще под Е4 могут это попасть, ладья Б8, под Е4. Ужас. У меня нет комментариев. Смотрю на это зрелище. Просто... Тоже стрессы 90-го года. Есть стресс, да. Тяжелый год был. Есть стресс, да. Но с другой стороны, партия это... Карпова, она его вдохновила, что надо на борьбу идти. Что я бороться не могу уже, готов, у меня сил нету, значит. И он в 20-й решает выйти, вот на настоящий бой. Е4. Все, Зайцева, значит, самое, то сейчас будет самая острая позиция. Да, но тут нюанс в том, что, как если меня заставить играть было, то есть лучше бы не заставлял. Лучше бы не заставлял. Да? То есть, рокировка H3, тут мы уже по полной играем. Ладья E8, D4, слон B7. Конь d2, значит, слон f8, a4, a6, слон c2, e конь b4, слон b1, c5, d5, конь d7, все идет по ладья a3, f5. Пошла жара. Ну да, так он так и в четвертый играл. Да. Ладья E3. Ладья E3 пошел. Ладья E3. Ну тут разные ходы. Тут сейчас даже ход G4 потом появится, там конь H2, ход. Тут всевозможные ходы есть. Вот. Я играл в четвертый, я ЕФ играл партию. В четвертый я играл партию ЕФ.
Я потом тоже буду, по-моему, с ним еще раз так Ев сыграю вот в Амстердаме в 91-м. Ну, тогда ладья Е3 я пошел. Это вот то, что... Вот это мы справились с Белявским. Потому что ладья Е3 была партия Карпов-Тимон. Тимон Карпов, да. Карпов пошел на F4, Тимон пошел ладья Е2. Ну, сильнее, кажется, ладья А3 ходить здесь обратно. Тут белый. Вот. Но здесь Карпов уже, он пошел конь F6 здесь, да? Да. Конь F6, я пошел конь H2 здесь. Да, новинка. Вот. Ну, вот это то, что мы с Белявским смотрели, так сказать, вот эти идеи. Поэтому я говорю, сразу, может, конь H2 тоже есть ход. Значит, конь H2, Король H8. Карпов пошел король H8. И не очень. Не, ну, как он, ну, ему, видимо, нравилось. в Амстердаме он против вас сыграл ферзь D7. Да. Вместо короля H8. Да, ферзь D7, да, ферзь D7, да. Кстати, лучший ход, да. Не, на король H8 я пошел B3 здесь. Я пошел B3. Вот. Ну, вот это идеи, которые мы там обсуждали, как вот все, чтобы все сюда пришло. И так получится. Он пешку съел, как он БА он сыграл. А БА. БА и C4. C4, да, здесь. Агрессивно. Да, ну так он нет, он играет агрессивно, на самом деле. Да. Слон Б2, да, я пошел? Да, и вот тут Фе он. Слон Б2 тут. Ну, тут все начинает настраиваться. Фе, конь взял Е4. Да. Ну, это уже мне понятно. Есть конь Б5, конь да? FD5, конь да. FD5. Ну, посмотри, оно все туда уходит. А это идет, а это уходит сюда, значит. Любимая это да, ну, все. Ладья G3, да. Ну, тут ладья E6, да, защищает ладья E6. Вот. Конь G4, да? Да, конь G4. А тут я особенно не думал, потому что количество белых фигур в атаке, оно здесь уже там зашкаливает. То есть тут, значит, такая ситуация, когда можно там коня жертвовать за пешку будет, потому что это вопрос размена атакующего на защитительного. Так как атакующих много, уже не имеет значения, как говорится, их там цена меняется уже. То есть там потенциально уже там, я вижу, там где-то там вообще и взятия будут сейчас разнообразные здесь грозить. Вот. Потому что у белых реально все фигуры в атаке. Просто реально вот все, что можно собрать. Вот сейчас, ну, ферзь там издалека тоже сейчас подключится же. Что он пошел? Ферзь Е8, ну, пошел. Да, ферзь Е8. Ферзь Е8, да. Конь H6. Красиво. Ты же сказал, Красиво, что да. же будет? Матчи на первенстве. Да, кто же будет ждать? Отчаянно C3 ходит. Вот. Ну, так я думаю, что в этот момент казалось совсем не ясно. Но опять, я по-другому считаю. Просто хорошо, но одну теряем. Конь F5. ЦБ. Атака. Ферзь G4, да? Да. Зато наши все тут уже. Все тут. Раз, два, три, четыре, пять, 6 фигур в атаке. Слон тоже атакует. Да, конечно. 6 фигур в атаке, просто я здесь количество защищающих фигур, потому что опять это слон атакует, поэтому можно его считать сюда. Вот тут вот так линия проводится, и понятно, что это вот здесь, а это вот тут. И у него не хватает ресурсов. У меня в атаке. Наших больше в атаке. Наших больше, да. Слон C8, да. Ферзь C4 шах. Ладья H6 надо ходить здесь. Конь H6, GH. Конь H6. GH. И здесь надо догадаться. Здесь зрителям вопрос, да. Фирменный Пауза, да, фирменный ход. Король H2, что просто создать все угрозы тут. Конь F6, конь D6, все грозит уже просто, потому что там без шаха снимается ладья. У нас по-прежнему 5 фигур в атаке. 5 фигур в атаке. Значит, причем все, еще 3 тяжелые фигуры. Ферзь E5, конь G5. Конь G5. G5. Ферзь E1, конь F7, мат. А, это мат даже. Это мат. Там ладья, слон, да. Это мат, да, это мат. Да, ну сейчас уже видно, что ферзь F6, ладья E8. Ладья E8, слон F5. Слон F5. Ну, здесь не удержался. Ферзь H6 сыграл. Да. Не удержался. Ферзь H6. Ферзь H6, конь F7, король H7. Слон F5, ферзь G6. Ну, как здесь можно ладья G6 не побить? Чтобы просто чистый мат поставить. Просто, да. Он бы сдался после этого. Ну, он так сложно. Ладья 8 я забрал. Ну, жалко, ладья G6 надо было. Смазал все-таки. Ну, ладно. Ладья G6 с чистым матом. Зато такая атака лобовая, прям, без этих всех. Естественно, не надо заставлять меня было просто. Знаешь, вот вы хотите вот так. Стало +2, значит, как бы, ну, понятно, что матч уже реально завершается. Вот, но он предпринял еще, конечно, там героические усилия в 21-й партии. Там Земиш был. Отложили опять в очень опасные ситуации для меня. Там я опять играл какие-то системы не очень хорошие. Значит, 21-е и отложено, и снова мы лучше проанализировали. Я сделал довольно уверенно ничью. А 21-е там +2, остается 3 партии. Значит, мне нужно одну ничью, чтобы звание, и 2 ничьи, чтобы, ну, там призовой фонд еще на кону. Да. И кроме того, еще там стоял вот трофей. Вот этот.
там 2 буквы К было, на самом деле это символ компании Корлов был. Готли рассказывал всем, что это Каспаров Карпов, на самом деле это символ компании Корлов. Такая, получается, там 2 буквы К, которые букву Ж такую вроде изображают, такая буква К. И там какое-то там количество там мелких бриллиантов, то есть это очень красиво очень все это как бы трофей, Корлов трофей. Он там стоял все время, значит, на сцене. Значит, вот. То есть мне надо было, чтобы еще этот трофей забрать, значит, надо было еще как бы вот выиграть матч. Ну и кроме того, призовой фонд все-таки большой. 22-ю партию нам Карпов снова на борьбу выходит. Очередную новинку применяет, кстати, там вот в этих вариантах испанских. То есть я там на F5 я там ЕФ играл. Вот там я играл. На F5 я пошел ЕФ вот в этой ситуации. Не ладья Е3, то, что мы там. Ну, потому что я там считал, что там есть острые позиции, но там белый там, практически ничем не рискует. Но получилось так опасно, и ему казалось, что у него что-то есть, но тем не менее я там выправил ситуацию, там потом жертвую фигуру, и там конец партии у Карпова в цейтноте. Я могу сразу вечный шаг дать, а могу просто еще поиграть немного. Поиграть, потому что никакого риска не было. Причем там надо было чером правильные ходы находить, чтобы там не проиграть партию. То же самое опять. 22-я партия. 22-я партия. 12-10 становится. Играть не хочется, значит, да. И 23-я партия, ужасная партия, просто ужасная. А главное, что мы смотрим, значит, вот я помню, значит, смотрим там этот, что такое смотрим? Уже играть не хочется совершенно. Да. Жутко играть не хочется, значит, смотрим вот эту смотреть хочется D5, еще меньше. Да, D5, конь H5, ферзь D2, ферзь H4, G3. Смотрели комбит G3. То есть ферзя отдать. Главное, что по духу, отдавай ферзя уже в конце концов. Это же так матч играешь. Ну, потом ферзь Е7, что-то мне говорили сыграть. Третьесортный ход. Карпус хорошо партию провел. Там. Ну, кроме того, мне играть не хотелось. В общем, проигрываю партию. 12-11 осталось. Последнюю. Но уже там Новый год уже подошел. Все организаторы уже стонут, потому что Новый год. И 24-ю я там конь F3 сыграл уже первым ходом. Нет, там нет, что там на самом деле была позиция, в какой-то момент стала стратегически очень опасной у белых. Я неудачно играл, и у Карпу даже лучше было. Но потом момент упускает этот, я там все перекрутился, защитился. Ну, на исход матча это уже... 12-12 повлияло на распределение денег. И на трофей. И, значит, у Карпова, значит, уже все там идет наперекосяк, уже позиция у белых выигранная, объективно выигранная позиция, там, значит, пешка лишняя, лучшая позиция, времени больше. Я когда вспоминаю, когда Смыслов с Рибли играл в параллельно. Нет, в 83-м. Вот. Уже в последней партии, значит, Василий Васильевич там явно лучше пойти, там предлагает ничью, задача выполнена. А я его, кажется, выиграл последнюю партию. Я тогда по этому поводу делал какие замечания, извините, что такое, ничья какая-то, играть там, все. И вот я вспоминаю, я сижу там на сцене, значит, у меня там минут 10, у Карпова там минуты 1,5 остается. Значит, у меня выигранная позиция совершенно. Я смотрю, там трофей стоит. Вот он уже можно забрать. Стоит трофей, значит, я смотрю на эту позицию. Вот что выигранная. Как угодно выигранная позиция. Смотрю туда, смотрю в зал, значит, да. Потом говорю, я предлагаю ничью с позиции большой силы. Прям на сцене, да? Позицию с позиции большой силы. Зачем я предложил? Мне уже хотелось просто закончить это все. Значит, конечно, соглашаюсь. Там безнадежно совершенно. И так что последний матч был. Garry Kasparov, world champion 1990. Le président de la Fédération internationale des échecs, M. Florencio Campomanes, vient de couronner Garry Kasparov champion du monde pour la 4e fois consécutive. Ce match marathon commencé à New York aura duré 84 jours, pendant lesquels les deux joueurs auront passé plus de 130 heures devant l'échiquier. Garry Kasparov consacre le couronnement des échecs offensifs. Il défendra son titre à nouveau en 1993. Mais qui pourrait l'inquiéter? Depuis 1985, date à laquelle il est devenu le roi, personne n'a pu l'empêcher de gagner un match ou un tournoi auquel il est participé. Sa domination est totale. На закрытии как раз я с мамой посоветовался, я сказал, мне трофей дают. Пуатли, конечно, очень был недоволен. Сказал, что трофей я продам, раздам деньги беженцам.